Давай, короче, буду делать разминку и одновременно говорить. Как ты считаешь? Друзья, привет! Друзья, привет! Сегодня мы пишем выпуск в метро, потому что нас выгнали из торгового центра, но мы успели записать одно интервью. Мы находимся на деловом центре. Let's go! Там деньги, нет? Что там вообще дорогого у тебя есть? Привет, как зовут? Привет, меня зовут Алексей. Сколько зарабатываешь? 2-3 миллиона плюс. Я знаю, что ты за один день зарабатываешь 3 миллиона. Официально 2-3 миллиона плюс, могу сказать тебе. Ага, все, я понял. То есть это для налоговой, я так Да понимаю? нет, налогово все честно, просто зачем честно. публично рассказывать какие-то цифры больше, все равно все скажут и не поверят. Зачем? То есть если ты скажешь 10 миллионов, что на самом деле так и есть, люди не поверят. Не, 10 месяцев не делаю, но... Хоть раз было 10 месяцев? Зачем? И так появилась куча видео, где девочки заказывают, почему у них вечно плохое состояние, потому что они смотрят ролики, где парни и девочки говорят, что они зарабатывают по 5-10 миллионов. Зачем делать так, чтобы кому-то было негативные, плохие эмоции? Окей. На чем зарабатываешь такие деньги? Я зарабатываю на своем блоге, я веду блог, Алексей Лисицын, подписывайтесь. Да, то есть я тоже снимаю ролики, привлекаю трафик и также помогаю другим ребятам зарабатывать. То есть ко мне приходят либо ребята, которые хотят работать за кадром, имеют, допустим, обучаются онлайн-профессиям и зарабатывают в интернете. Допустим, это может быть сценарист, продюсер, копирайтер и так далее. И есть люди, которые уже имеют какую-то специализацию, допустим, психолог. Он может прийти ко мне, и я помогаю ему строить личный бренд и зарабатывать тоже на своем блоге, имея даже там 50 подписчиков. А за счет каких инструментов ты это делаешь? Это личный бренд, умение продавать на высокий чек, умение привлекать клиентов, умение вести соцсети, что сейчас супер Что значит умение продавать на высокий чек? Ты просто говоришь высокий чек и все. Нет, продажа это искусство. И есть люди, которые продают жестко, а есть люди, которые продают классно, экологично, мягко, не впаривая кому-то, а помогая кому-то. Вот, допустим, к примеру, смотри, ты набрал аудиторию, я к тебе могу прийти и сказать: слушай, Артур, ты, классно набрал аудиторию, помоги мне набрать. Вот как мне раскрыть себя, чтобы у меня тоже ролики стреляли на миллионы просмотров. И это нормально, то есть ты помогаешь мне, и я плачу тебе, и я больше заработал, и привлек аудиторию, и ты больше заработал, и привлек аудиторию. То есть в этом есть смысл. Вот, вин-вин, то есть Да. именно в этом. То есть мы когда продаем, мы помогаем, вот это суть. Но суть в том, что сейчас все почти люди, наверное, 80%, они не верят в все эти обучения, потому что куча инфо-цыган, которые... Вот я только сегодня брал интервью, парень говорил, что большинство обучений, они просто некачественные. А так и есть. И как это определить? Все же такие суперпродажники. Если ты крутой продажник, ты можешь продать что угодно, даже ручку, которая никому не нужна. Все верно. Я против такого. То есть я считаю, что вот фильм, где продай ручку за 5 минут, это неправильно. То есть мы должны продавать только то, что нужно людям. Как проверить человека на инфо-цыганство? Откройте его профиль, напишите его кейсом. Допустим, я во всех кейсах отмечаю прям ники Инстаграм, можете моим всем ученикам написать. Но это же тоже часть продажи. Нет, смотри, люди платят мне, делают со мной кейс, я их отмечаю, выкладываю в сторис, то есть это люди не какие-то там покупные отзывы, это живые люди с нормальными страничками. Я бы проверил, я бы написал людям, которые сделали уже результат. Я бы написал им и проверил, реальный этот результат или нет. Да, то есть, соответственно, возможно, я бы взял какой-то тестовый период с человеком. Допустим, пошел бы к тебе не на наставничество полное, а взял бы твою консультацию там за 3-5 тысяч рублей и проверил бы, ты действительно... Ну, если, например, это какой-то Косенко, как вот его проверить? Хороший он продает. Вот Аяза. Вот он как бы, как вот сейчас его проверить? Он нормальный, он как бы... Но у него же есть продукты за разной стоимостью. Купи просто что-то дешевое для начала, проверь. Ну, а как ты проверишь, хорошая еда в том или ином ресторане или нет? Ты пришел, попробуй что-то. Если нравится, ты будешь в этот ресторан ходить постоянно. Здесь то же самое. Что посоветуешь ребятам, которые вот мало зарабатывают, хотят увеличить свой доход, не знают, как это сделать? Вот каких-нибудь пару шагов. Развивать в первую очередь свой профессионализм, как раз таки, чтобы не рождались вот эти там цыгане и так далее. В основном это проблема, что люди, не имея компетенции, ставят какие-то нереальные чеки. То есть, во-первых, развивайте свои компетенции, то есть я максимально за экологичность, потому что мы помогаем людям. Второе, это качать соцсети, потому что сейчас все уходит в личный бренд, люди покупают у людей. То есть люди покупают того, кого они им доверяют. Вот они тебя смотрят уже там месяц, два, три, они непроизвольно тебе уже доверяют. И тебе уже продать проще, чем другому человеку. Поэтому это соцсети и умение там классно делать продукты и продавать их. То есть все равно в долгосроке выиграет только человек, который делает свой продукт экологичным. В долгосроке только такие. Круто. Какие девушки нравятся? Переход. Мне нравятся девушки, первое, чтобы она была женственная, чтобы она была легкая, чтобы у нее было дело, которым она горит. То есть мне не интересно там стать девушка, которая сидит дома, типа просто... Слушай, ну по твоим сторис кажется, что такие девушки как раз интересны, которые сядет, будет дома сидеть и ждать тебя и... Нет. Я все-таки рассказываю, что мне важна девушка, я это тоже часто рассказываю, видимо, ты эти сторис прослушал. Я рассказываю, что мне важна девушка, заниматься своим делом,
потому что с такой мне будет интересно. Она, во-первых, будет независима, и она будет настоящей, потому что человек, который зависим от мужчины, он будет всегда соглашаться на что-то, потому что он будет понимать, что я у тебя беру деньги. А если она в том числе независима, она всегда будет сильнее и более сильно энергетически, да, потому что она независима. И это тоже большой плюс. Чего не хватает современным девушкам, как ты считаешь? Я думаю, сейчас очень такая большая проблема, что они все насмотрелись очень много тоже девчонок по женственности и видят какую-то иллюзорную картинку. Я тоже говорю, что нужно вкладывать в девушку, это безусловно, но нужно и соответствовать тому мужчине, который будет в тебя вкладывать. То есть если ко мне подойдет девушка, которая, допустим, ну она неосознанно, не развивается, и ничем не интересуется, ну мне с ней будет неинтересно. Поэтому здесь задача уметь заинтересовать сильного, классного мужчину, и для этого девушка сама должна развиваться и как раз-таки читать, образовываться и проходить те же самые курсы. Все, спасибо тебе огромное. И я стесняюсь. Здрасте, можно взять интервью у вас? Здравствуйте, можно взять интервью? Возьмем у красной шляпки сейчас интервью. Здрасте, можно взять интервью у вас? Я это сам тороплюсь. Понял, хорошо. Вы что снимаете? Опросы делаем, спрашиваем, чем занимаются люди. Понял. До свидания, хорошего дня. Я спать хочу. Отпустите меня. Здравствуйте, как зовут? Здравствуйте, Лиза. Чем занимаетесь? Я продакт-менеджер в бренде одежды новом. Какой бренд одежды? Ну, это зарождающийся бренд, скоро вы о нем услышите, Mimi Prime Star. А чем вы конкретно занимаетесь? Ну, чем занимается продакт-менеджер? Налаживает производство, связи с производствами, привозит образцы, привозит тиражи, проверяет качество, примеряет. Давно этим занимаетесь вообще? Нет, 2-3 месяца. Где обучились этому? Я училась на продукта в Бауманке. До этого я училась на маркетолога в РГСУ московском. Ну, больше жизнь научила меня. Сколько зарабатываете? А прям в цифрах? Ну, давайте диапазоны какие-нибудь, например, 100, 200, 300. Ну, давайте в районе 100 озвучим. В районе 100? Да. Комфортно для Нет. жизни? Нет. Нет? Не хватает? Нет, конечно. Серьезно? Нет, я трачу намного больше. Как это возможно? Ну, есть Если молодой есть человек, молодой человек, да. который подкидывает деньжат, и вы Да, тратите да, его конечно, денежки. да. А как это у вас происходит? У вас зарплата какая-то или он, ну, то есть он от Какого зарплаты? молодого человека? Для меня? Да. Ну, в смысле, я ему какой-то процент отчисляет вам каждый месяц или как это Ну, происходит? Просто интересно. Вот. По-разному. Либо я прошу на какие-то покупки, либо Он просто всегда дает? Всегда. То есть, если вы скажете, блин, ну, типа, нужен лямчик на... Ну, тут- не так. Не так. То есть это будет перебор уже. Ну, конечно. А я же вы знаю как вы возможность. чувствуете вот эту грань? Какая-то внутренняя культура. Не знаю, но Внутренняя культура. я просто знаю возможности. А, знаю, знаете сколько- возможности. Да, знаю, сколько можно просить, а сколько уже Ага. А напряжно. сколько в месяц можно просить? Ну, 1200, наверное. 1200. А если уже там вот чуть больше зайдете, то это будет разговор серьезный или как? Да, ну нет, ну смотря на что. Если вот срочно там что-то, надо планировать просто. Какие парни нравятся? Взрослые, Взрослые. серьезные, самодостаточные, со стержнем, уверенные. Мгм. А как стать самодостаточным, как вы считаете? Это долгий путь. Мне поэтому и нравятся взрослые, уже За готовые. 50? Ну нет, давайте к 40 рассматривать. 40. Да. А вам сколько лет? Мне 24. 24. И за 40 нравятся парни? Да. Серьезно, офигеть. То есть вам не нравятся вот парни, которые там, не Не-не. знаю, 20 лет? Не-не. Ну есть какие? вы Даже даже- за 30 не нравится. То есть вы даже серьезно не можете воспринимать? Не-не. А почему Вообще так? Ну, есть же какие-то предпочтения, вкусовщина. Я себя чувствую старше и достаточно там уже такой самостоятельный, самодостаточный. То есть чувствуете, что живете взрослой жизнью? Да. Классно. А дети уже есть у вас? Нет, еще нет. Планируете? Ну, попозже. Попозже. 30 ближе. 30. А ему же уже 50 будет. Ну, получается, что так. А он может 50? Я думаю, что да, но обсуждается. Обсуждаете? Окей, интересно просто, как это у всех по-разному. Чего не хватает современным мужчинам? Вы знаете, какой-то внутренней культуры, какого-то вот мужского зерна и воспитания. Сейчас все хотят делить счет и вообще Ну, в Америке это делить вообще права. норма. Мне это не нравится. Ну, то есть Ну, у конечно, это всего не всего нравится есть девушкам. грань. У всего есть грань. В целом я за то, чтобы делить эти права, но без крайностей. А крайность это уже когда пополам.
И пополам тоже иногда это окей. Просто иногда вот это мужское зерно, когда он должен быть сильнее, увереннее и серьезнее, и сильнее во всех смыслах, и физически, и Ну, вот психологически. физически это очевидно. Но вот иногда как будто бы хочется, чтобы тебе колеса поменяли и там и чемодан понесли. Но не всегда как будто бы в современном То мире есть в вот это мужчинах не получается. хватает чего-то мужского, такой Не мужественности. хватает. В том числе, наверное, поэтому постарше тоже нравятся. Они еще старые закалки мужчин. Советуйте ребятам, которые только начинают свой путь, зарабатывают мало, хотят увеличить свой доход, не знают, как это сделать. Вот дайте какие-нибудь пару шагов, как это можно изменить. Смотрите, изменить, во-первых, верить в себя 100%. Даже если денег немного, но есть уверенность в себе и в своем будущем, это уже решает вопрос больше, чем наполовину. Уверенность в будущем да. своем. Да, и в себе прямо сейчас, в том, что ты делаешь, и в своем Как будущем. ее приобрести уверенность? Это долгая внутренняя работа. Я думаю, стоит пойти к психологу. У мужчин это все сложнее, они все держат в себе и не мешают эти эмоции открыть, раскрыть, понять, осознать самому, и тогда дело пойдет быстрее. Я думаю, это залог в целом успеха, уверенность у любого человека. Мужчине это нужно x2. Мгм. Вот, поэтому деньги не всегда решают самоощущение, харизма и вообще взгляды на жизнь. Какие еще шаги нужно предпринять, чтобы изменить свой уровень дохода? Делать. Мы тратим столько же энергии на думание, сколько и на делание. И делай что-нибудь, ты все равно куда-нибудь да выйдешь. И даже в процессе того, когда ты делаешь, ты можешь понимать, что тебе нравится, что не нравится, с чем комфортно, где больше денег, где меньше, где ты сильнее. И главное не бездельничать. Мгм. Круто, спасибо. Спасибо. Здравствуйте, как зовут? Меня Родион зовут. Полина. Сколько зарабатываете? Достаточно. Больше 100? Я не хочу... Об этом говорить. Да. Вы сколько зарабатываете? Хорошо. Нисколько. Нисколько вообще. Вы вместе? Ну да. Ну, в смысле, брат с сестрой? Да. Или парень с девушкой? Брат с сестрой. Брат, серьезно? Я думал, просто вот так ушли, и так я подумал, что это парень с девушкой. Ну, Почему-то. По интуиции как-то. бывает. Вы айтишник, похоже на... Серьезно? Да. Угадал, офигеть как. Вот в воскресный день иду работать. В Яндексе? Да. Серьезно? Ну, тогда, я думаю, зарплата там больше соточки. Ну, правильно. Может быть, да? Наверное. Больше, правильно, да? А именно чем занимаетесь? Вот пишете коды или что делаете? Я системный аналитик. Я, наверное, пытаюсь понять, что происходит, и объяснить это разработчикам, и с ними проработать решения, чтобы они делали решения. Кем себя видите через лет 5? Ну, я планирую развиваться в своей отрасли. IT. Да, какой-нибудь лид команды, что-то. Ну, я в своей отрасли хочу развиваться, системная аналитика. Вы хотите также в Яндексе через 5 лет работать? Или где-то Надеюсь, еще? да. Надеюсь, меня не уволят. То есть не так даже надеюсь. А не думаете перейти в другую какую-то компанию, там, которая вам больше прыгал нравится? по разным компаниям, но сейчас я очень долго хотел в Яндекс. И, собственно, Хорошая я здесь компания, да? оказался. Хорошая компания. Будущее хорошие хорошая условия, компания? хорошее будущее. Сотрудники, лапочки, все замечательно. Классно. Все классные. А вы чем занимаетесь? Я студент Студент? А где вы учитесь? в Тимирязевке. А на кого? Ландшафтного архитектора. Ага, кем себя видите через лет 5? А можно Не без знаете этих еще? вопросов? Ну, то есть не знаете еще? Нет, я не знаю. То есть, как бы живете одним днем? Да. Я вас понял. Посоветуйте ребятам, которые тоже хотят пойти в IT, не знают, с чего начать, вот как вот обучиться? Могу посоветовать. Начинайте, я не знаю, со 2-го курса пытаться ходить по стажировкам, пытаться пробиваться. 2-го курса чего? Ну, если в универе учитесь, на то уже на сам... айтишника. На кого угодно. С самого начала пытаться ходить по стажировкам. Есть куча информации в интернете, и куча курсов. Где лучше платных, стажировки? бесплатных. Где угодно. Яндекс есть стажировка бесплатная? Есть стажировки, но не обязательно в Яндекс. Можно в любую IT-компанию попасть, лишь бы влезть, стараться, и если очень много сил Какие- прикладывать, получится. Мгм. Какие перспективные самые направления в IT? Может, там Project Manager? Что вот еще? Да все хорошие. Ну, понятно. Как бы, Все, может, все нужны, и тестировщики, и разработчики, может, где-то сейчас уже и кого-то много. дизайнеры. Всех мало. Всех мало. Всех Именно мало, в все России. нужны. Или в Ну мире да. вообще? Да Мало. и в мире в целом. Развивается быстро отрасль. Ага. То есть за этим будущее определенно. Определенно. Спасибо вам. Хорошего дня, до свидания. хорошо.
Здравствуйте, как зовут? Полина. Чем занимаетесь? Я работала учителем, сейчас уволилась, поэтому в свободном плавании пока. Чем планируете заниматься? Я пока, если честно, не знаю. Хочется чем-то связанным, наверное, с дизайном, графическим дизайном, UX, UI. Почему именно вот направление выбрали, которое я сейчас планирую идти? Дизайн? Да. Наверное, потому что я какой-то творческий достаточно человек, и я прям чувствую какую-то очень классную отдачу внутри себя, когда этим занимаюсь. Очень нравится разными проектами заниматься. Сколько планируете зарабатывать? Хотелось просто дикое количество денег, но как получится, наверное. Я думаю, что вначале в любом случае какие-то будут небольшие проекты за не такую высокую стоимость, как хотелось бы, но в любом случае это портфолио, это нужно наполнять, и, соответственно, это навык, это круто. А сколько вам нужно денег для комфортной жизни? Я раньше думала, что это 100 тысяч в Москве, но так как сейчас, соответственно, все дорожает, я огромное количество денег трачу на свою собаку, поэтому я думаю, наверное, от 200, скорее всего. Но такое ощущение, что когда я буду зарабатывать 200, мне будет этого мало, потом будет 300, 400, 500 и так далее и тому подобное. Сколько максимально зарабатывали в своей жизни? Наверное, где-то 150. 150. Какие эмоции были? Блин, на тот момент, наверное, когда первый раз такие деньги получила, я подумала, что вау, это очень круто, потому что никогда раньше наверное, с такими деньгами не сталкивалась, а потом уже ты понимаешь, что нужно вот одно купить, там что-то отложить, вот это нужно, то, сё, и ты понимаешь, что этого на самом деле не хватает. Особенно в Москве, когда ты живешь в центре, и ты понимаешь, что на самом деле очень много там это все на продукты отдается и так далее. А какие мужчины нравятся? Я не знаю, там где-нибудь по типу Серкану Балата мне не нравится. А, не нравится. Нет, он какой-то чересчур... Мужчина? Ну, такой, какой-то мужественный, я вас умоляю, не знаю. Наверное, который готов ответственность брать на себя, который с чувством юмора, с харизмой очень хороший. Мне кажется, это гораздо важнее даже, чем огромная зарплата, потому что, ты сидишь такой, а он грустный, скучный, неинтересный, думаешь, нафиг он нужен мне вообще. А должен быть постарше парень или помладше? Я думаю, что постарше, потому что в это время уже в голове что-то устаканивается, а помладше хочется, естественно, там потусить, погулять. А чего не хватает современным мужчинам? Не готовы брать ответственность, наверное, за свои слова, за свои поступки, потому что говорят одно, а делают другое. Хотелось бы, чтобы слова соответствовали поступкам. И поступки, соответственно, словам. И последнее, куда пойдете обучаться дизайну, как вы хотите стать дизайнером? Я сейчас уже заканчиваю в Яндекс.Практикуме по Вау, дизайну. серьезно? Пишу диплом по сайту города Кострома. Вот. Надеюсь, что за неделю управлюсь, что все сдам, без справок у меня все примут, мне все зачтут. Вот. А по графическому дизайну еще думала в школу Артема Геллера посмотреть, что там как. Поэтому будем смотреть, будем думать. То есть нужно много вообще обучения пройти или достаточно какого-то одного обучения? Мне кажется, наверное, что в каждой школе ты можешь получить какой-то разный опыт, какие-то разные знания, поэтому чем больше, чем лучше, наверное. А сколько стоило обучение? В Яндекс.Практикуме, по-моему, вот когда я покупала, это было около 140 тысяч, я брала в рассрочку, а у Артема Геллера там около 250-300, вот такое вот. Классно, спасибо большое. Всё. Здравствуйте, как зовут? Здравствуйте, Алена. Чем занимаетесь? Работаю. А где работаете? Железная дорога. А кем? Инженер. Инженер? А где обучались этому? Я вообще училась на связиста. В общем, это были дополнительные курсы. Заканчивала я институт в Красноярске на инженера-электромеханика. А что конкретно вы делаете вот, в компании? Это региональный центр связи. Мы обеспечиваем связь. Не, вот вы что делаете вот, лично? Да. Ну, как диспетчер. Моя функция диспетчер, координация. Вот вы приходите на работу с утра, что первое делаете? Планерка. 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 А после этого? А после этого идут... В общем, это телефонные ответы на телефонные звонки. Это Ага. функция диспетчера. Получил информацию, передал дальше. А вечером что делаете? То же самое? Планерка. А, планерка. Сильно устаете за день? Да. Серьезно? 12 часов работы. Серьезно? С 8 до 8. А сколько, какой график? 2-2? 2-2. 2-2. День-ночь. 2-2. День-ночь? Еще ночью работаете? Офигеть. Если не секрет, зарплата какая примерно? Больше 50? Больше 50. Больше 100? Меньше 100. Меньше 100. Как вы считаете, чего не хватает современным мужчинам? Мужчинам
Мужественности. Мужественности? Да. Вот реально, раньше было больше мужественности. Да, более, Мужчин. более брутально. Сейчас, я бы сказала, наверное, больше самолюбования. Самолюбование? Да, в спортзал, наверное, для того, чтобы самому себе нравиться. Мгм. Ну и как и женщинам, конечно, тоже. Но тут не сила, так скажем, а вот именно красота формы, Мгм. тела. Ну, про это, Да, про да, мужественность. да. А сколько у вас остается после всех трат в месяц? Вот какой процент тратите? Ну, я трачу процентов 60. 60. То есть 40 вы оставляете там под подушку, может, вклады какие-то Да. в банки? Да, у меня, так скажем, в копилочке, но у меня цель купить, Квартиру? да, Серьезно? да, да. Классно. А в Москве или где? В Москве, конечно. А где? За МКАДом? Нет. Ну, как бы у меня уже почти куплено. Ага. Это район Люблин, ну, так скажем. Ипотека, да? Ну, я продала в своем А, я родном понял. городе, Ага. так скажем, большую. Нравится ну, Москва? Ну, конечно. Серьезно, Ну, прям это нравится. другая страна, да. Прям Москва и другая страна относительно других городов России. Да, совершенно верно. А если Питер сравнивать? Ну, Были в в Питере? Питере я была, у меня там сын живет. Все равно он не так развивается. Если учесть, что за 2 года, ну, 3 года, что я здесь живу, здесь уже открылось столько веток метро, ну, все это расширяется, и удобно очень. Если я на работу ехала раньше, там, скажем, 2 часа, то теперь я еду 1,5 часа. Мгм. Вот так. Понял. Все, спасибо вам большое. Здравствуйте, как зовут? Здравствуйте, Зарина. Чем занимаетесь? Бездельничаю. Ну, не работаете вообще. Пока нет. А до этого кем работали? Госслужба. А должность какая? Ведущий консультант. Консультант. Почему? Нет, это так не работает. Это не то, что ты консультант, который ходит там что-то Ага. объяснять, рассказывать. Просто так называется должность. А делали что? Вот приходили на работу, чем занимались? Много чем. Приказы, распоряжения. А на кого работали? Депутат там, я не знаю. В Кто. суде работала. Что можете сказать про российские суды? Отлично. Правосудие, все работает. У Мгм. нас все четко в этом плане. Сколько сейчас зарабатываете? В данный момент Ну я да, не вообще. работаю. То есть вообще дохода нет, потому что там квартиры сдаете там или что-то? Нет. Вклады в банке. Нет. Вообще не Нет. зарабатываете? Ну, А на есть что как бы- живете? Есть финансовая подушка. Как бы есть пока на что. Насколько вам и хватит ее? Мне на год хватит. На год еще хватит. А молодой человек есть? Нет. А почему нет? Почему нет? Ну, это все по воле Всевышнего. Согласен. Сколько максимально зарабатывали? Официально то, что я заработала максимально, это было 260 тысяч, мне чистым пришла зарплата. Мгм. Как считаете, какая средняя зарплата в Москве? 1050, 50 тысяч? да. А в регионах тогда сколько, как считаете? А в регионах 1020, наверное. 20 тысяч? Ну, я работала... То есть кто-то в 10 регионе зарабатывает? Я работала за 11 тысяч рублей, у меня была зарплата, да. Я работала в аппарате уполномоченного по правам человека, да. И сколько лет так работали? Год, меня на больше не хватило. Ну, как бы и то я это делала, потому что мне нужен был стаж. То есть после вас там кто-то остался, ну, Конечно, пришел новый и также работают за 11 тысяч люди. работает? Да, да, это республика Ингушетия. Серьезно? Да, да. Работают, люди живут. Как жить можно на 11 тысяч? Ну, вот хороший вопрос, вообще не понимаю. А как в Москве можно жить на 40 тысяч? У меня официальная зарплата вот в последнее время была 38 тысяч рублей. Офигеть. Да, в суде. В судах такая зарплата. Ну, окей, на 40 тысяч, я понимаю, возможно выжить, но 11 я не Выжить, ну понимаю. это если у тебя есть своя квартира, хотя Да, бы в да, Москве. да. А те, кто сюда приезжают, снимают жилье и живут, я не понимаю, как они живут на 40 тысяч. Да, очень тяжело. Минимум квартиру снять, ну, Вообще, самая убогая да. будет за 25 пускай. Что вам нравится в мужчинах? В мужчинах надежность. Надежность? Чего не хватает современным мужчинам? Этой надежности, наверное, и не хватает. Да? То есть раньше надежности все-таки было больше? Сейчас все какие-то легкомысленные, несерьезные. Ну, по крайней мере, у меня такое впечатление складывается. Либо мне такие попадаются, я не знаю. Мгм. Ну, сказать, чтобы были парни, у которых там серьезные намерения, хотят пообщаться и жениться, нет. Сейчас все хотят Все каких-то такие легкие отношения, все легких, хотят, да. бессмысленных отношений, поэтому я и не в отношениях, собственно говоря. А на что вы ориентируетесь при выборе мужчин? Блин, ну много факторов. Мне Основные уже давайте тоже 3. не 18, как бы. Сказать, Ну, то, что наверное, я щас доход ориентируюсь первое. на красоту. Нет? Да не то, что я как бы не ищу миллионера. Ну, мне кажется, просто стабильный заработок должен быть свое жилье. Должен быть чуть-чуть старше меня, наверное. Здравствуйте, как зовут? Здравствуйте, меня зовут Антон. Чем занимаетесь? А как вас зовут? Меня Артур зовут. Артур, очень приятно. Я работаю на обычной работе, получается, курьер документов.
с трейдинг-компанией. И параллельно с этим, ну, там, моделингом, актерским мастерством. Ну, и также там хобби тоже, Инстаграм развиваю и так далее. Сколько лет? Мне 21. Учишься где-то? Нет, я вот РЖД закончил колледж, и все, сейчас, так сказать, Свободное развиваюсь, плавание. да. А какие направления интересны? Куда хочешь пойти? Ну, вот модельная сфера и актерская сфера. Я пробовал поступать в том году, и вот не поступил. На актерское? Да. Будешь еще пробовать? Конечно. Слушай, ну у меня много знакомых, которые поступали, наверное, года 4. 4 года. 4, Каждый 3. год пробовали. Да. Сколько зарабатываешь сейчас? Ну, в целом, наверное, в месяц выходит порядка 80-90, плюс-минус. Ну, это вот вместе с модельной, с каталожной какой-то съемки и так далее, и актерскими проектами. Ну, я сейчас в эпизодах участвую за счет того, что должного образования нет, и только курсы есть. Какие планы в ближайшие 5 лет? Все-таки Ближайшие- поступить и учиться? Или На что? ближайшие 5 лет поступить, отучиться, поучаствовать в российских проектах и уже пробовать работать за рубеж. Российских проектах это что? ты имеешь в Ну, виду? в плане здесь, то есть в российском кино, и потом уже пробовать параллельно работать как бы... Ты считаешь, что все-таки у тебя есть данные природные, Да, чтобы быть конечно. актером? Мне- Ну, я именно не про внешность, а именно актерская игра, не боишься камеры, спокойно там любую эмоцию покажешь. Да, конечно. То есть прямо вообще. сейчас я тебе любую эмоцию скажу, ты покажешь ее. Ну, давай, да, можно. Ну, потенциально можешь сделать. это. Конечно. Ну все, я верю. Давай так, что бы посоветовал ребятам, которые начинают свой путь, зарабатывают мало, хотят увеличить свой доход, не знают, как это сделать? Вот с своей стороны, что бы ты посоветовал? Знаешь, возможно, это прозвучит как одни из рилсов в Инстаграме, которые там учат Работайте. мотивацию, да, просто работайте и так далее. Но я, в свою очередь, могу посоветовать, на самом деле, что, ну, какой фактор играет всегда, да, быть более общительными, быть более заинтересованными, в принципе, во всем, что угодно. Пока ты молодой, ты должен и можешь пробовать все, что угодно. Не нравится, просто иди и делай, а там уже посмотришь. Ну, не сделай, ничего страшного, у тебя впереди еще столько времени, столько сил и так далее, да. Ты должен просто вот систематически, правда, работать, и если у тебя есть цель, несмотря ни на что, если все твои родные, все твои друзья говорят, что это полная чушь, просто бить в одну точку. С модельной карьерой, вот, допустим, на моем примере, было то же самое. И мне говорили, там, не то, там, данных нет, еще что-то. Там были, допустим, какие-то покраснения на лице, там, прыщи, еще что-то. Я это все работал, я это все убирал. Постепенно я достиг своей планки, которой хотел. И сейчас я ставлю себе еще выше, чтобы достичь чего-то большего. Просто быть настойчивым и идти к своей цели, и все. То есть ты бы так бы себе посоветовал, если бы сейчас вот 17-летнего ты бы себя увидел, ты бы сказал, то же самое сказал. Не обращай внимания. Просто я Просто часто ебашь. загонялся раньше, да. А сейчас я понимаю, что... Да какая разница, честно? Как вот всё мотивацию равно умрём. поднимаешь? Ну, Не, согласен, мотивацию да. надо Да, поднять. как ее поднимаешь? Я понимаю, что на самом деле, в меру всех вот этих загонов, стереотипов, надо понимать, что мы все равно умрем, и нам всем на нас будет все равно. Вот мы были, вот нас нет. Просто Абсолютно точно. живите своей жизнью, типа, и не парьтесь о том, кто что подумает. Как бы, если какой-то человек, да, допустим, особенно близкий, что-то сказал, что-то заметил, не воспринимай критику, что, типа, нет, типа, ты несешь бред. Воспринимай это так, как, типа, интересный вариант, я рассмотрю его, и действительно подумай о нем, вдруг он где-то прав. Не полностью, а где-то чуть-чуть. И все. А какие девушки нравятся? Качество именно? Девушки. Вот девушка, кстати. Да, вот как моя девушка. Ага, Вот. ну, поподробней. Что Она в ней есть? добрая, настоящая, не скрывает своих эмоций, говорит все откровенно, даже если это, допустим, мне может быть как-то неприятно. То есть она выскажет все как есть, и я, в свою очередь, типа задумаюсь просто об этом. И такой, блин, а правда? Да вы раскидываете вместе по-детально, как пазл складываете, и все у вас получается. Чего не хватает современным девушкам вот, в мире? Современным девушкам? Слушай, ну честно скажу, большая часть девушек современных, да, даже сейчас остались те, кто позиционируется на том, что типа вот мне нужен мужчина, который там много зарабатывает и так далее, да. Моя девушка со мной прошла, грубо говоря, огонь и воду, и были моменты, когда условно я был без всего абсолютно, и она меня поддерживала и говорила, что типа все будет нормально, а где-то, когда все плохо, она говорила, Антон, ну все правда плохо, типа тут как бы не изменить, просто нужно делать, продолжать и не унывать. Ты ценишь верность. Я ценю верность и ценю то, что настоящее. Ну, понимаешь, чтобы было настоящее, а не вот это, что как бы ты с одним повстречалась, знаешь, заработал, ну, типа он тебе подарил машину, второй подарил сумку Прада, третий подарил туфли какие-то Ну да, классные. сейчас в Москве Вот. много таких, мне кажется, Потом меркантильных. выкладывает это все в Инстаграм и такая, типа, мне нужен король, чтобы вот он вот так вот меня обеспечил, потому что Да. я такая фифа. Вот, на самом деле это все как бы такое относительное, и в первую очередь надо смотреть на человеческий фактор. Конечно. Но для меня, типа, как я визуал, в принципе, по характеру, и мне важно, чтобы еще и внешне было не то чтобы соответствие, а именно моим параметрам. То есть ты же смотришь, да, и у каждого свое. Я Он понял, смотрит
допустим, плюс-сайз девушку, да, и он говорит, блин, она классная, она красивая, да. Ты смотришь на, ну, худенькую маленькую девочку, и ты классная, красивая, а другу твоему не понравится. Ну да, Потому что у да, каждого да. свое, и плюс характер тоже очень влияет на это. Круто, спасибо.